Привет-привет! Это вновь швейцарец поневоле. Сегодня добрался до Цермата, и мой план пройти по маршруту 5 озер. Сегодня здесь экстремально солнечно, поэтому я постараюсь снимать как можно больше, но если будет голос за кадром, не обижайтесь. Ключевая достопримечательность Цермата — это гора Матерхорн, которую вы видите прямо здесь, и ее очень сложно поймать в нормальную погоду. Это практически неуловимая гора. Я проверял приложение с погодой и веб-камеры сегодня все утро и вчера вечером, но вроде как мне повезло, не считая вот этого маленького крошечного облачка наверху, но я думаю, что оно еще пропадет дальше по моему маршруту. Как я уже сказал, мой план на сегодня — это пройти по маршруту 5 озер. Я добрался до города Цермат на поезде из Цюриха. Далее забрался по фуникулерной дороге до станции Блаухерт. И, собственно, отправляюсь по вот этому прекрасному 3-часовому маршруту. Один из первых вопросов, который интересует всех, кто хочет посетить Цермат: много ли здесь туристов? Спойлер, да, туристов много, но это все еще не сравнится с количеством туристов, которые присутствуют в Лаутенбрюнене, например. На самом деле маршрут 5 озер довольно популярный, и его посещает безумное количество людей каждый год. Как правило, все доезжают до станции Зунега и дальше поднимаются наверх и по пути видят, собственно, все 5 озер. Я решил немножко сегодня схитрить и сделать все наоборот. Я доехал до конечной станции Блаухерт и буду спускаться вниз по маршруту. Вероятнее всего, меньше устану, но увижу абсолютно все то же самое. Кстати, мне очень сильно нужна ваша помощь. Я уже выпустил несколько роликов, но мне немножко не хватает обратной связи. Поэтому я очень сильно вас прошу написать в комментариях, какую информацию вы хотели бы видеть в дальнейших роликах. Потому что я с высоты своей колокольни могу о чем-то забывать, чего-то не замечать. И, возможно, вы хотели бы иметь больше какой-то интересной или полезной информации. Может быть, чуть подробнее по маршрутам. Может быть, добавлять карты в мои видеоролики. В общем, жду вашей обратной связи. В общем, по хорошим новостям, облачка почти окончательно исчезли, значит, виды точно будут отличные. К слову о туристах. Вот можете, в принципе, сами посмотреть и решить для себя, много ли это туристов или нет. Ну, собственно, 26 минут спустя я добрался до своей первой локации. Если вы поедете по другому маршруту от станции Зунега, это будет последняя локация — озеро Штеллензе. Главная фишка этого озера, что здесь должно быть видно отражение, но, к сожалению, из-за ветра и слишком солнечной погоды ничего не видно, но все еще очень красиво. Локация супер классная, но я и так уже потратил здесь час, с удовольствием остался бы еще, но нужно идти. У меня не так много времени, чтобы пройти этот маршрут,
и успеть на последний фуникулер, потому что я не очень хочу спускаться вниз с горы и обратно в Цермат. Это займет гораздо больше времени, чем я ожидал. И сегодня у меня больше настрой на приятную прогулку, чем как на те испытания и приключения, которые вы видели в моем видео про Хохеркастен. Ну вот, меньше чем за час я добрался до второго озера, это Грюнзе. Здесь очень красиво, но опять же я не буду задерживаться, пойду дальше к третьему озеру. И еще, мне кажется, здесь будет очень здорово осенью, поэтому осенью я сюда точно обязательно вернусь. Ну, самое время отругать меня, потому что это было не Грюнзе, это было Гриндизе. Грюнзе следующая остановка, так что сильно извиняюсь за мисферштендис. Ну вот, добрался до третьей точки, это уже точно Грюнзе. Я ничего не перепутал, Грюнзе. А тем временем я направляюсь к четвертому озеру.
На самом деле маршрут 5 озер, он не очень сложный. Единственное, наверное, такое дополнение, что здесь куча разных альтернативных маленьких дорожек, из-за чего большой шанс не то что потеряться, а просто пойти слегка не тем путем. Например, сейчас помогу двум туристам. Они пошли альтернативной дорожкой, воспользовавшись не самой лучшей картой, из-за чего пропустили первые 2 озера и теперь попадут только к 3-му. Но я им объяснил, какой подъем бы их ждал бы, если они захотели бы еще и на 1-е и 2-е. Они не стали сильно расстраиваться, с учетом, что самое видовое — это последнее 5-е озеро. В любом случае, я рекомендую пользоваться не Google Maps или чем-то похожим. Есть одно прекрасное швейцарское приложение, называется Swisstop. Я добавлю ссылку в описании к этому ролику. На этой карте отмечены все дорожки, можно составлять свои маршруты, и в целом по ней практически невозможно заблудиться. Так что ссылку добавлю в описании. Ну вот и своим шустрым темпом добрался до 4-го озера, это Мозье-Зе. К сожалению, у меня нет времени рассиживаться около 4-го озера, поэтому я спешу к 5-му, а дальше к фуникулерной станции Зунега. Так как она работает до 16:20, моя цель успеть туда вовремя. Ну вот и достиг и 5-го заключительного озера по маршруту 5 озер. Это Лайзе. Звучит как Лайза Минелли. Что ж, на этом мой маршрут 5 озер заканчивается. Я отправляюсь обратно в Цермат с фуникулерной станции Зунега. Возможно, я позадержусь в Цермате, чтобы встретить закат, но это не точно. Посмотрим на мое состояние. А вам желаю хорошего вечера. Увидимся скоро в новых выпусках. Пока-пока.